Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Горбачева Евгения, я художник-акварелист, и я рада приветствовать вас на своем уроке. Рисовать мы будем сегодня закат на Финском заливе, на который пришли полюбоваться два котика. Небольшая ремарка. Друзья, когда будете рисовать котиков, я бы хотела, чтобы вы к этому процессу отнеслись творчески и нарисовали бы каких-то своих котиков, либо добавили третьего котика, например, на дальних камнях. Может быть, котики будут в обнимку, какие-то другие позы. Но хочу обратить ваше внимание на то, что когда будете рисовать, не рисуйте котиков на одинаковом расстоянии от края бумаги и между самими котиками. Итак, я желаю вам интересных котиков и, конечно же, красивого заката. Поехали! Для сегодняшней работы я буду использовать фотореференс Владимира Наколесникова. Это фотограф из Питера. Он снимает очень красивые закаты на Финском заливе. И также буду использовать фотографии котиков. Для урока нам понадобится пластиковый планшет или планшет из оргстекла, бумага, обязательно это должен быть хлопок 100%. У меня Sanders Waterford 300 грамм, среднее зерно, cold press, high white, выбеленная. Такая склеечка, формат 31×41. Кисти, которые мне понадобятся сегодня, это несколько китайских каллиграфических кистей. Разного диаметра я использую для более мелких деталей, для неба вот самую широкую, такая очень тоненькая есть. Также я буду использовать различные круглые кисти из колонка или белки, у меня от Дели Рауни. Еще такая. Я буду использовать плоскую беличью кисть. Также мне понадобится синтетическая кисть со скошенным срезом. Такая белка с французским креплением. Мастихин, пластик с карандашом и клячка. Вот такая. И также мне понадобится хлопковое полотенце, которым я буду накрывать свою работу, свой мокрый лист. И еще какая-нибудь ткань, с помощью которой я буду избавляться от лишней влаги на кисточках. Краски, которые я буду использовать, я выпишу отдельным текстом и вставлю его под этим видео. Итак, начинаем с карандашного рисунка. Он довольно-таки простой. Намечаю линию горизонта. Для неба мы отдаем больше пространства, где-то 2/3. Намечаю камни. У меня такой маленький набросок. Этот камень будет с таким наклоном вниз, чтобы котику было удобней. Примерно такой будет кот 1. Тут кот 2.
эти два камня будут друг на друга находить, а этот третий будет отдельно стоять. Так, теперь я уточню линию горизонта. Можно воспользоваться линейкой. Чтобы у нас точно никуда горизонт не уплыл. Так, ну, 14,5 я сделаю. Когда такая прямая линия горизонта, я думаю, лучше перестраховаться и воспользоваться линейкой. Кто может нарисовать более-менее ровную линию, можете линейкой не пользоваться. Так, теперь я поищу форму камней более подробно. Сделаю ее более интересной. Чтобы у нас не получился котик по центру, я проведу две такие диагонали. Это у нас центр получится. Котика чуть-чуть смещу вот сюда. Так. И теперь я наточу карандаш поострее, чтобы нарисовать самих котиков.
Так, теперь клячкой уберу грязь вокруг. Сниму лист со склейки и помещу в воду на 10 минут. Так, я достала лист из воды, положила его на пластиковый планшет. Далее я накрою его хлопковым полотенцем, стряхну с полотенца предварительно все ворсинки. Полотенце должно быть чистое. Не смотрите на эти пятна, потому что это пятна, которые уже не отстирываются. На самом деле полотенце выстиранное. И никакие следы на бумаге не останутся. Итак, я убираю лишнюю влагу. Хорошенько протираю лицевую часть. Погоняю воду движениями с центра к периферии. Готово. Ну, теперь начинаем рисовать красивое небо. Возьму флиц из козы, смочу еще раз небо чистой водой. Планшет был немножко грязный. Сейчас я его вытру. В принципе, я допускаю легкую небрежность в своих работах. Считаю, что это, в принципе, вполне нормально. Зато у меня раскованная рука. Ну, правда, не всегда, иногда тоже бывает какая-то скованность. Стараюсь как-то очень аккуратно прорисовывать, и это мешает общему впечатлению, настроению. Работа получается какая-то такая сухая и неживая. Возьму какой-то кадмий желтый, темный у меня, добавлю немножко желтенького. Такой светло-полупрозрачный цвет. Начинаю, как всегда, с самых светлых участков. Кадмий желтый, темный. Так, в левую руку я беру, как всегда, ткань. Так, далее я рисую светлые облака с этой стороны. Они такие где-то теплые, где-то холодные. Возьму сиену натуральную. Ну, вот так размешаю с этим. Более прозрачно. Не захожу на область, где будет синее небо. Сиена натуральная и кадмий желтый, темный. Рисую светлые участки, повторяюсь. Так, теперь возьму кобальт синий. Так, кобальт синий. И
начинаю добавлять более холодные и более темные места сиены жженой. Смешаю, чтобы был такой сероватый. Каплю розового, кадмий желтый, темный. Так, розовый, с синим, кобальт синий. Так, еще раз, значит, розовый. У меня, по-моему, как-то розовый лак. Ну, холодный розовый, может быть, карминовая. Кобальт синий. И добавлю золотистый. Будет такой сероватый, фиолетоватый цвет. Сейчас я уберу то, что я заехала сюда. Так, продолжаю. Кобальт синий. Так, нарисую светлые части вот этих темных облаков. Они такие какие-то. Возьму золотистый побольше. Золотистое с кобальтом синим. Каплю розовой, чтобы нейтрализовать этот зелень, здесь зеленый оттенок. Это у меня подложка под эти темные облака. Золотистый, розовый. Кадмий желтый. Каплю кобальта синего. Чуть больше синего.
Так, теперь я возьму голубой. У меня цирулиум от Маймери. И можно взять любой голубой, который у вас имеется. Нарисую небеса. Так, чуть больше воды, чтобы более прозрачное небо получилось здесь. Так, добавлю цирулиуму ультрамарин. Такой более, может быть, индантреновый синий сверху, чтобы потемнее был. Так, еще ультрамарин, еще цирулиум. И теперь возьму темный, намешаю. Это будет индантреновый, синий. И вот в эту смесь с желтым, с оранжевым. Возьму более упругую кисточку с более упругим таким ворсом. Кадмий оранжевый можно добавить, или вот эту же золотистую с каплей розового. Еще кадмий оранжевый и индантреновый. Так, можно индиго добавить. Нам сейчас нужен самый темный тон для нижней части облака. Я возьму индиго, еще индантренового и кадмий оранжевый.
кистями оранжевый, золотистый. Кобальт. Начинает уже подсыхать. Тут работаем аккуратно. Я меняю кисточки, периодически беру такие более непослушные. Ими получаются такие непроизвольные какие-то формы. Для облаков, мне кажется, это хорошо. Затемняю низ. Зря этот был мазочек сделан. Сейчас я его попробую убрать. Возьму сухую кисточку и где-то, если мне надо, приглажу. Выберу лишний пигмент, если надо. Так и быстренько передвигаемся, перемещаемся вот к этой части, если у нас еще не подсохло. Если подсохло, то все. Мало воды на кисти. Чуть больше розового. Индантреновый с оранжевым погуще. Тут у меня уже подсохло. Сейчас попытаюсь смочить аккуратно чистой водой. Мне напоминает 2 баночки с водой. Одна совсем чистая, а вторая уже не чистая, которой я пользуюсь постоянно. Вот, я аккуратненько смочила. Розовый,
оранжевый, золотистое. Кобальт. Наклоню немного планшет. Немножко подкорректирую вот здесь. Потом высохнет, я снова смочу и затемню здесь участочек, который у меня не получился. В принципе, когда работа высохнет, небо полностью высохнет, мы сможем еще раз намочить лист и дописать облака, которые мы не успели. До того, как наш лист высохнет. Так, и теперь переходим к воде. Сейчас немножечко здесь подровняю горизонт. Наверное, лучше будет подождать, пока немножко
линия горизонта подсохнет, и потом уже начать рисовать воду. Я чуть-чуть плоской кистью из белки смягчу эту линию горизонта, чтобы она у нас не была очень четкой. В принципе, можно сразу переходить к воде, кто не любит ждать. Это такой довольно-таки опасный момент. Возьму я золотистую с кадмием желтым, кадмий желтый темный. Надо очень аккуратно делать эту состыковку. Мало воды на кисти. Лучше взять кисточку даже с более коротким ворсом. Так, кобальт. Кобальт золотистый. Еще золотистый. Куплю розовый. Больше золотистый, кадмия желтого где-то вот тут, с этой стороны. И более холодные цвета с этого края будут. Тут перетемнило, сейчас отжатой кисточкой вытру, можно даже синтетической. Эх, заехал на небо.
И теперь в некоторых местах я покажу отражения, такие вертикальные. Вот от этого облачка. Индантреновый, каплю розового, золотистый. От этого облачка тоже можно. От камней потом нарисую еще отражение. Потом по сухому, я думаю. Так, еще потемней. Тантреновый, кадмий оранжевый. Вот от этого. Наклоняю планшет, видите, чтобы краска стекала. Возьму синтетическую отжатую. И где-то такие горизонтальные полосы. Так. И на переднем плане погуще возьму индантреновый с оранжевым. Кисточку потоньше и вот. Немножко должно подсохнуть, наверное. У меня очень сильно расплываются вот эти мои. Сейчас буквально чуть-чуть подсохнет. Я пока намешаю погуще индантреновый, оранжевый, каплю розовый. Совсем нет воды на кисти. Так, надеюсь, у нас не получится клетка такая активная. Так, уберу подставку.
немножко обновлю цвет. Попробую сейчас котика одного нарисовать, но дайте ему небольшой цвет. Густо-густо. Сиена. Так, нет, это сепия. Сепия. Можно сиены жженый. Ушки, наверное, пока трогать не буду, а то они растекутся. Сепия и индантреновые у меня. Густо-густо полосочки. Так, этот котик будет трехцветный, вернее киска. Туловище я сделаю против солнца, у нас она практически, значит она будет сама не белая, а такая серенькая. То есть я предполагаю, что белый будет темный. Так, и поверх этого серого я добавлю сиену жженую. Сиену натуральную, очень густо. Потемней. Сепия подключилась. Еще сиена жженая. И сепия с индантреновым синим. Потом по сухому я их еще там что-нибудь подрисую. Так, смотрим дальше. Камушки в некоторых местах где-то теплые, где-то холодные, где-то вот оранжевый, сиена натуральная.
вот со стороны солнца, да. И где-то с голубым, больше кобальта. Вот здесь, в теневой части. Я пока рисую светлой частью камней. Самые светлые точечки, какие-то вот рябь. Тут еще камушек нарисую. Сиен-жуны. И теперь подожду, пока камни высохнут, и нанесу второй слой на камни уже более темный. Так, сейчас я нарисую рябь на воде. Возьму какие-то холодные цвета, кобальт. Смешаю его с кадмием оранжевым, чтобы такой более сероватый получился. Уберу лишнюю влагу. Чуть побольше воды, чтобы попрозрачнее. Так вот я растопыриваю кисточку. Более теплая рябь здесь. И давайте нарисуем камни. Нам понадобится мастихин, но сначала без него. Возьму сепию и синий, индантреновый, индиго или ультрамарин. Сразу буду делать отражение. На воде. Так, возьму побольше кобальта вот сюда, рядышком. Оранжевый.
мастихин, если надо где-то высветлить какие-то части камней. Снова сепия, индиго, или синий какой-то. Где-то я оставляю непрокрасы. И сразу, спускаясь вниз, рисую отражение от камушка. Побольше воды. Такое интересное отражение. Оранжевый еще. Вот эти камушки. Можно добавить сиены жженый, натуральный сюда. Снова сепия с синим. Тут очень много синего, как там надо мне убрать. Добавила побольше камушков, чтобы поживее было. Опа! Это нехорошо. Ничего страшного, аккуратненько так раз. Так, и сразу отражение от этих камней. Оранжевый, кобальт, синий. Так, еще раз оранжевый, кобальт, линдотреновый.
наклоняю планшет, чтобы вода стекала. Камушки тоже пусть так стекают вниз в отражение водичкой. Так будет более живописно. И возьму мастихин, чтобы процарапать, например, вот эти камни. Так, теперь, я думаю, можно смочить небо и добавить еще каких-то облаков, которые мы не успели нарисовать до того, как наша бумага высохнет. Сейчас еще окину взглядом вот эту часть. Очень дробно получилось, где-то хочу, наверное, убрать какие-то процарапки. Тут. Где-то добавить. Так, сейчас немножко котиков. Где-то я такие мазочки сухой кисточкой, тоненькой, с густым пигментом. Сепия и индантреновый. Может быть, где-то ушко. Где-то хвостик снизу. Так, смачиваю небо. Как раз оно у нас так хорошо высохло. И даже края стали отгибаться. И поэтому я его смочу и с изнанки тоже.
Также здесь уголочки я тоже смочу, чтобы у меня потом лист высохал равномерно, более равномерно, и чтобы лист был ровный после высыхания, не волной. Обычно я небо пишу в один раз. В редких исключениях я не успеваю проработать небо, пока лист не высох. И вот в редких случаях я рисую небо в 2 приема. Если хлопковая бумага, то она выдерживает такие манипуляции. Минуточку ждем, но даже не минутку, а несколько секунд, пока немного вода впитается, и приступим дополнять облака. Так, буквально один мазочек хочу еще сделать здесь. Сейчас я протру палитру. Начну затемнять, возьму золотистую, кобальт синий, каплю розового. И вот эти облака нарисую здесь. Так, потом чуть потемнее. Каплю индантренового можно добавить. Кадмий оранжевый. Оранжевый, индантреновый. Кобальт синий. Чуть больше оранжевого. Так, еще индантреновый, кобальт.
поярче сделаю небо, возьму ультрамарин, голубой, ну то есть цирулем от Маймори, либо какой-то голубой, каплю индантренового. И просто цирулем здесь. Так, чуть, ой, синий, золотистый, розовый, чуть-чуть затемню здесь. Так, и хочется мне немножко еще тут затемнить. Потому что хочу здесь нарисовать белые паруса, поэтому немножко затемнила в центре. Ну, чтобы паруса у нас выделялись. Сейчас посмотрим еще, надо ли где-то.
Главное не перестараться тоже. Но пока бумага влажная, хочется еще поработать, как бы воспользоваться моментом. Но тут очень опасно, можно перестараться, начать лепить какие-то странные формы, например, как вот сейчас здесь у меня получается. То есть лучше уже нам остановиться. Все, там точно уже было лишнее. Все, оставим. Немножко мне хочется водички, что ли, добавить вот сюда, на эти камни. Чтобы они были поживописнее немножко. Где-то подразмыть. Уже поздно прихватилась краска. Но так чуть-чуть можно. Можно этого розовенького добавить. Чтобы где-то еще фигурировал вот этот вот розоватый оттенок. И после того, как небо высохнет, мы дорисуем птичек и парусники. Так, и остались финальные штрихи. Мы запустим парусники. Я возьму белый гуашь, тоненькую кисточку. Так, смотрим, чтобы не на одном расстоянии были паруса. И птичек. Птичек я буду рисовать такой китайской каллиграфической кисточкой с длинным острым кончиком. Если у вас нет такой, можно обычный шлепер, либо лайнер он называется, натуральный или синтетический. Наверное, даже натуральный будет лучше. Промокну.
так и более прозрачным. Какие-то еще птички. Так, и осталось поставить подпись. Возьму коричневые цвета. Вот такая работа у меня получилась. Спасибо, что рисовали вместе со мной. Всем пока, до новых встреч!